Нет ничего опаснее, чем человек, который знает прошлое. Здравия! В этих частях расскажу, как ранее было устроено копа или копное право. Оно же казачий круг и даже легенда о рыцарях круглого стола. Это все описание круга или кола по-старому, на котором обсуждали и принимали решения. Или устройство системы, подразумевающей самодержавие, когда народ сам себя держит, то есть управление снизу вверх, а не окружающий нас бред, когда непонятно кто в телевизоре и чинуши на местах разворовывает народную собственность и наш труд путем уловок и обмана, начиная с рождения и недееспособного возраста, который у многих продолжается до смерти. Но более точно они разворовывают ресурсы, положенные каждому для жизни и развития Творцом. И это прописано в международном праве, то есть они особо ничего не скрывают. Но стадо предпочитает до деревянного макинтоша жить в розовых очках и гнуть спины на ненавистной работе. На такого же тупого, но чуть более проворного микробарина. Ходят слухи, что РФ за 30 лет оккупации РСФСР, еще до санкций, только на углеводородах, то есть в основном на нефти и газе, заработала триллионы долларов. Но для нас у них денег нет, но вы держитесь. Куда ушли эти средства, остается только догадываться. У меня есть предположение, существуют еще слухи, что каждая управляйка платит астрономические суммы мировому правительству за право воровать на конкретной территории. Думаю, вся коммуналка туда же улетает через транзитные счета. Это по номерам понятно. А сами они уже получают копейки по сути. Еще стоит пояснить, что наша Земля очевидно захвачена иноземцами после ряда катастроф. Но объяснение данной темы слишком долгое, и многие блогеры это уже давно и отлично сделали до меня. Мы деградируем в технологиях и умственно за счет школьной и дальнейшей системы обрезания, а не образования, как многие думают. Посмотрите, например, начало канал Павел Лобанов. Многое станет на свои места. А по теме катастроф канал Аспик много чего расписал весьма точно. Выборочно смотрите, а то и там слишком много роликов ради роликов. И повторов. А самое важное уже сказано. Далее следует переходить к действиям, но это, видимо, ко мне. А самое забавное, что при этой безбожной системе у нас полно удивленных млекопитающих, не способных к сосредоточению, боготворящих режим, считающих, что живут в стране и граждане этой, по факту иностранной коммерческой фирмы а-ля «Пятерочка». Закон они, естественно, почитать не могут или могут, но не понимают. А ведь оккупант все честно пишет, начиная с якобы Конституции. А то их с тонких планов могут нахлобучить. Боятся, короче. Из-за этого все почти прямым текстом. Обязаны рассказывать, кто они и какие планы. Дальше, если население не проявляет волю, то значит можно дальше прогибать. Точнее, оно на выборы ходит, передает полномочия по управлению своей жизнью и признается в умственной болезни, кидая больничный листок в бюллетень, в урну, в мусорку, а подпись только в книге при входе. Дальше все шито-крыто. И обязательные клоунады с вбросами и остальная тупость от тех, кто является единым системным целым, доющим ложков из цикла в цикл. Еще забавно, что чинуши, как некоторые в браке, постоянно прощупывают пределы терпения и не могут остановиться. Простукивают все новое дно. Ну, пока не случится сценарий семьи Чаушеско. Ну, либо кто-то в семье каблук и терпит. Так и с нашим стадом, по сути. Терпят вообще все. Главное облучаться лучами голубых и терпеть еще. И вышки 5G через каждые 200 метров наставили. Ну, по крайней мере, в мегаполисах. Технологическая перегрузка налицо. Особенно для вибрирующих на низких частотах. Исследований и сертификатов безопасности, естественно, никаких. Как и на рамки в метро и школах. Это только лекарства надо лет 10-20 испытывать на подопытных. А тут, ну просто надо. Чтоб не бунтовали. А еще отстающие любят, скажем так, вождей. Но пока их детей на очередную войну не забрали. А дальше бегают в слезах, что им даже гробовые не дают. Мол, дитё само в атаку побежало, без приказа. Вместо того, чтобы включить мозг и летать на личном джете по миру и гадить в золотые унитазы. По телевизору показывают жуликов. Ну чем я хуже?
Ну, думать же тяжело. Проще реагировать на вспышки по телевизорам и интернетам и подчиняться. Якобы президент же что-то якобы подписал. Сразу активируется режим раба. Из-за них и малый процент вменяемых живет плохо. Короче, требуется брать управление в свои руки. Психически больные потерпят. Но как они это любят и делают при любом режиме выродков. Мы построим здоровую систему, а не поедающую все живое, даже самих себя. Ведь у многих якобы чиновников, судей и прочих идиотов дети наркоманы. Кармы же нет типа. И проследить поступки и их последствия они не в состоянии. А далеко ходить за примерами нормальной жизни не требуется. Тот же Дубай. У них там только нефть и песок. Но при этом даже полицаи ездят на Феррари и в любой ситуации стараются мирить окружающих. А то и просто помогают сменить лопнувшее колесо на дороге. Сравните с нашими гайцами, которые останавливают только для того, чтобы выписать штраф или взятку взять. А в регионах просто включают глушилку для телефонов и прочих устройств и пинают ногами в случае чего. Это по сей день происходит. Впрочем, пес с ними. Будут гореть вечно в ихнем раю. Точнее, у них жизнь одна, дальше мрак. Но как в фильмах про Терминатора. Экранчик потухнет и все на этом. Коль не способны жить по совести. Ну или если там есть потенциал, переведут в миры, где еще хуже. А их всегда в запасе. А еще на территории РСФСР порядка 42% залежей все таблицы Менделеева добывается. Мы уже давно должны на космических челноках летать, а не просто на джетах. Старался в водном ролике быть жестким, чтобы отсеять биороботов. Это информация для разумных, ибо нам и строить мир будущего. И для него нам требуется понимать, как это было ранее. Раз такой опыт до нас вообще дошел. Всем добра, здоровья, процветания и денег.